Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу предложить связать со мной аппликацию «Тигр». Подойдет для украшения тапок, варежек, шапок. Итак, набрала 2 воздушные петли. И сейчас во вторую петлю от крючка, в самую первую, провяжу 3 столбика без накида. Первый столбик. В это же основание второй столбик. И в это же основание третий столбик без накида. Воздушная петля. Переворачиваем вязание. В первую петлю делаем прибавку, то есть провяжем 2 столбика без накида с общим основанием. Во вторую петлю делаем прибавку, провяжем 2 столбика без накида с общим основанием. И в третью петлю делаем прибавку, провяжем 2 столбика без накида с общим основанием. Провязали. Воздушная петля. Переворачиваем вязание. И приступаем к следующему ряду. В самом начале в первую петлю делаем прибавку, 2 столбика без накида с общим основанием, второй столбик, столбик без накида в следующую петлю основания, провязали. Теперь 2 прибавки подряд, то есть первая прибавка, 2 столбика без накида с общим основанием. В следующую петлю основания вторая прибавка, 2 столбика без накида с общим основанием. Провязали. Столбик без накида и прибавка в конце ряда, 2 столбика без накида с общим основанием. Первый столбик. И в это же основание второй столбик без накида. Закончили ряд. Продолжаем прибавлять. Воздушная петля. Переворачиваем вязание и переходим к следующему ряду. В первую петлю делаем прибавку. 2 столбика без накида с общим основанием. 3 столбика без накида, первый столбик, второй столбик без накида и третий столбик без накида. 2 прибавки. Первая прибавка, 2 столбика без накида с общим основанием. И вторая прибавка, 2 столбика без накида с общим основанием. В следующую петлю основания. В следующую петлю основания, правильно. 3 столбика без накида. 2, 3. Заканчиваем ряд прибавкой. Провяжем 2 столбика без накида с общим основанием. Первый столбик без накида, в это же основание второй столбик без накида. Воздушная петля подъема, переворачиваем вязание, переходим на следующий ряд. Здесь между прибавками будет 5 столбиков без накида. В первую петлю делаем прибавку, 2 столбика без накида с общим основанием. Далее 5 столбиков без накида, первый, второй, третий, четвертый, 5 столбик без накида. Провязали 5 столбиков без накида. Далее 2 прибавки. Первая прибавка, 2 столбика без накида с общим основанием. Вторая прибавка. В следующую петлю
2 столбика без накида с общим основанием. Провязали 5 столбиков без накида, первый, второй, третий, четвертый, пятый столбик без накида. Заканчиваю ряд прибавкой. Провяжу 2 столбика без накида с общим основанием. Провязали ряд, воздушная петля подъема, переворачиваю вязание. В этом ряду между прибавками будет 7 столбиков без накида. Вначале делаю прибавку, 2 столбика без накида с общим основанием. Далее 7 столбиков без накида, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. 2 прибавки. Первая прибавка 2 столбика без накида с общим основанием. В следующую петлю 2 столбика без накида с общим основанием. Это будет вторая прибавка. Провязали 7 столбиков без накида, первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик без накида, пятый, шестой, седьмой. Провязали, заканчиваю ряд прибавкой, 2 столбика без накида с общим основанием. Провязали, закончили ряд, воздушная петля подъема, переворачиваем вязание. В этом ряду между прибавками 9 столбиков без накида. Вначале делаем прибавку, 2 столбика без накида с общим основанием. Далее 9 столбиков без накида, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9 столбик без накида. Провязали 9 столбиков без накида. Теперь будем вязать 2 прибавки. Первая прибавка 2 столбика без накида с общим основанием. Вторая прибавка в следующую петлю 2 столбика без накида с общим основанием. Провязали 9 столбиков без накида, первый столбик, второй столбик, третий столбик без накида, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9. Провязали 9 столбиков без накида, заканчиваю ряд прибавкой, провяжу 2 столбика без накида с общим основанием. Закончили ряд, воздушная петля подъема, переворачиваем вязание и переходим к последнему ряду прибавок. В начале ряда вяжем прибавку, 2 столбика без накида с общим основанием. Далее 11 столбиков без накида, первый, второй, третий, четвертый, пятый,
шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11. Далее следуют 2 прибавки. Первая прибавка 2 столбика без накида с общим основанием. Вторая прибавка в следующую петлю 2 столбика без накида с общим основанием. Провязали. 11 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11. Провязали 11 столбиков без накида. Заканчиваю ряд прибавкой 2 столбика без накида с общим основанием. Вот такой треугольничек, основа у нас получилась. Теперь длинную сторону треугольника, основание треугольника обвяжем столбиками без накида. До середины провяжу 7 столбиков без накида примерно. И на второй половине провяжу также 7 столбиков без накида. Теперь взяла нить контрастного цвета, в данном случае у меня коричневый темный цвет, и обвяжу, имитирую полоски. Обвязываю произвольно, чередую столбики без накида со столбиками без накида, но спускаюсь на 2-3 ряда ниже. И таким образом обвязываю всю деталь столбиками без накида, обычными столбиками без накида и столбики без накида, которые спускаются на 2-3 ряда вниз.
Оставшуюся сторону обвяжу просто столбиками без накида. Теперь вяжу щеки белую часть. Для нее набрала 8 воздушных петель. Теперь во вторую петлю от крючка провяжу 4 столбика без накида. То есть на концах в одно основание буду провязывать по 4 столбика без накида. Сейчас вяжу в одно основание 4 столбика без накида. Далее до предпоследней петли буду в каждую петлю провязывать столбик без накида. В последнюю петлю цепочки провяжу в одно основание 4 столбика без накида, чтобы закруглить полотно. И далее провязываю столбики без накида до конца ряда. Закончу ряд соединительным столбиком. Заканчиваю ряд соединительным столбиком. Теперь провяжу ряд, сделаю воздушную петлю и провяжу ряд. В каждую петлю основания буду провязывать по 2 столбика без накида. То есть в этом круге у нас количество столбиков удвоится, потому что в каждую петлю провяжу по 2 столбика без накида.
Провязала по 2 столбика без накида. А теперь по спирали провяжу 2 круга. Просто в каждую петлю основания по спирали провяжу по столбику без накида. Буду вязать по столбику без накида в каждую петлю. Вот такая деталь у нас получается. Теперь соединительными столбиками проберусь в середину, для того, чтобы немного стянуть полотно. Добрались до середины, нить обрываем, оставляем хвостик, вот такой, и все, закрываем вязание, деталь готова.
Вот так она выглядит. Вдела нитку в иголку. И теперь посередине немного соберу. Сформирую вот эту переднюю часть мордочки. Так, вот такая мордочка у нас получилась. Теперь хочу сделать язычок. Его делаю красной шерстью. Черной нитью буду делать нос. На белой детали сделаю еще несколько черных узелков. Буду делать по 2 навива и делать узелки. Также делаем остальные узелки. Теперь глаза. В скользящую петлю провязала 10 столбиков без накида.
Стягиваю нить. Эти две нити нам больше не понадобятся. Закрывать ряд буду уже нитью белого цвета. Провяжу соединительный столбик нитью белого цвета. И далее просто обвяжу по кругу столбиками без накида. Получился вот такой глаз. Нитки закрепить и обрезать. Оставляем такой хвостик. И сейчас блики в глазах сделаем с помощью этого хвостика. Сделаю несколько стежков. Деталик мордочки я уже пришила. Теперь займемся ушками. Пришивала просто иголкой детали. Для ушка набрала 8 столбиков без накида. Буду в каждом ряду делать убавки. То есть в самом начале я пропускаю одну петлю. И далее вяжу столбики без накида до конца ряда. То есть наша задача сделать треугольные ушки. Провязываю до конца ряда. Делаю воздушную петлю подъема, переворачиваю вязание, одну петлю пропускаю на основании и в следующую провязываю столбик без накида. И вяжу до конца ряда. И таким образом с каждой стороны у нас постепенно будут петли убавляться. В последнем ряду провяжу 3 петли вместе. Все, ушко готово. Нить обрезаем, прячем и будем обвязывать. Так, я начала обвязку. Буду обвязывать по контуру. Начала вот отсюда. И двигаюсь по периметру. Буду обвязывать столбиками без накида.
Дошла до ушек. Здесь ушки буду обвязывать точно так же, как я обвязывала мордочку. То есть буду обвязывать столбиками без накида, но тоже буду чередовать обычные столбики без накида и которые глубокие. То есть будем спускаться немного ниже, чередовать столбики без накида и глубокие столбики. Если вы обвязываете и чувствуете, что полотно стягивается, можете провязать между столбиками без накида воздушную петлю. Вот такая мордочка получилась у нас. Теперь вяжу лапки. 7 воздушных петель. И теперь в середину ввожу крючок, делаю накид. И буду вязать веер. В это основание провяжу 8 столбиков с накидом.
И теперь присоединяем веер ко второй части цепочки. У нас получается вот такая деталь. Ее мы обвяжем контрастной нитью. Начинать буду столбиками без накида. То есть здесь тоже буду вязать примерно, столбики не считаю. Можно связать больше, меньше, всегда подкорректировать. То есть где-то тянет, тогда провязываем лишний столбик без накида. В углы для того, чтобы скруглить полотно, буду провязывать по 2-3 столбика без накида в одно основание. Вот я провязываю 2 столбика. Столбик без накида. А здесь я решила сделать лицевой рельефный столбик для того, чтобы выделить немножко коготки. Провяжу 3 или 4 рельефных столбика лицевых. Если у меня будет стягивать полотно, то между этими столбиками я буду провязывать воздушную петлю. Вяжу лицевые рельефные столбики. Здесь мне потребуется воздушная петля, полотно стягивается. Следующий столбик лицевой рельефный. Так. Еще один лицевой рельефный столбик. Провязали. И оставшуюся часть провяжу столбиками без накида. Пожалуй, еще воздушная петля. Довязываю до конца, прячу концы нитей и закончу ряд соединительным столбиком. Теперь останется лапку только пришить. И готово. Вот такая аппликация получилась у меня. Творческого вдохновения вам. До новых рукодельных встреч!